Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди кажутся удачливыми и успешными, тогда как другие постоянно сталкиваются с препятствиями и разочарованиями? Это не просто случайность или судьба, это работа вселенских законов, которые также согласуются с квантовыми явлениями. Эти принципы действуют всегда, независимо от того, знаете вы о них или нет, но знание и понимание этих законов дает вам однозначное преимущество, так как легче и безопаснее идти по проверенному и понятному пути, чем двигаться вслепую и неосознанно. Представьте себе скрытую матрицу, управляющую вашей реальностью. Эти законы, проверенные временем и подтвержденные современными научными открытиями, могут радикально изменить вашу жизнь, если вы научитесь их применять. Оставайтесь с нами до конца, ведь самые интересные и полезные советы ждут вас впереди. Итак, поехали. Начнем из самого фундаментального закона, закона ментализма. Представьте, что ваш разум – это мощный проектор, который создает всю вашу реальность. Это и есть принцип ментализма, один из основных законов Вселенной. Суть его в том, что все, что нас окружает, начинается с мысли. Ваши идеи, желания, страхи – все это зарождается в глубинах вашего сознания и затем проявляется в материальном мире. Квантовая физика подтверждает этот древний принцип. На квантовом уровне частицы существуют в разных состояниях одновременно, пока не появляется наблюдатель «вы» со своими мыслями и намерениями. Именно ваш фокус и внимание переводят эти квантовые возможности в реальность. То есть, как вы думаете, так и будет. Но что это значит для вас? Вы архитектор своей жизни. Ваши мысли – это кирпичи, из которых строится ваша реальность. Если вы хотите изменить что-то в своей жизни, начните с изменения своих мыслей. Создавайте внутри себя образы того, чего вы действительно хотите, и они начнут притягивать в вашу жизнь необходимые события, людей и возможности. Дальше обсудим закон настоящего момента время, но это иллюзия. В реальности существует только текущий момент. Согласно теории квантового поля, будущее, прошлое и настоящее существуют одновременно. То же самое происходит и в нашем восприятии времени. Все, что у нас есть, это здесь и сейчас. В этом моменте концентрируются все возможности и потенциалы. Когда вы научитесь останавливать внутренний диалог, фильтровать ваши мыслительные процессы и максимально сосредоточиваться на настоящем, вы позволите себе быть в точке наивысшего влияния, где ваши мысли и намерения имеют максимальную силу. Это как если бы вы были в центре маятника, где движение времени и пространства подчиняется вашему фокусу. Итак, учитесь быть в настоящем моменте. Понимание и принятие здесь и сейчас позволяют вам максимально использовать свои возможности и менять реальность в соответствии с вашими желаниями. Следующий важнейший закон единства. Все связано и все одно. Представьте, что весь мир – это одно огромное энергетическое поле. Мы, люди, не отдельные существа, а часть этой единой энергии, словно волны в океане. Все, что существует, это энергия, и она постоянно взаимодействует, обменивается, трансформируется. То, что кажется нам твердыми предметами, на самом деле энергия, вибрирующая с разной частотой. Когда вы улыбаетесь кому-то, эта энергия не исчезает, она передается, вызывает ответную улыбку, а затем возвращается к вам. Именно поэтому важно осознавать свои мысли, эмоции и действия. Они влияют на всю систему. Мы все взаимосвязаны, и каждая наша мысль или поступок отражаются в окружающем мире, как брошенный в воду камень вызывает волны. Итак, если все во Вселенной взаимосвязано, и мы являемся частью единого энергетического поля, то это означает, что каждый из нас – творец своей реальности. Все вокруг, от людей до предметов – это проявление одной и той же энергии, которая постоянно взаимодействует и трансформируется. Когда мы понимаем, что энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает, а лишь меняет свою форму, становится ясно – все, что происходит в нашей жизни, является результатом наших собственных действий и мыслей. Дальше обсудим закон вибраций. Все вокруг нас вибрируют.
Абсолютно все, от мельчайших атомов до грандиозных галактик, участвует в танце бесконечного движения. Это и есть принцип вибрации. Представьте, что Вселенная — это огромная симфония, где каждая частица, каждый объект и даже каждая мысль — это отдельная нота, звучащая в едином ритме, и этот ритм — основа всего существующего. Мы с вами тоже часть этой вибрации. Вся материя, все чувства, каждое наше желание — это всего лишь разные формы энергии, движущиеся с разной скоростью. И вот тут вступает в игру квантовая физика, которая утверждает, что подобное притягивает подобное. Наши мысли и эмоции вибрируют на определенной частоте, и именно на этой частоте они притягивают к себе похожие вибрации. Хотите изменить свою реальность? Начните с изменения своих внутренних вибраций. Ведь все, что вы посылаете в этот мир, возвращается к вам многократно усиленным. Мы сами творцы своих вибраций, а значит и своей жизни. Теперь поговорим о законе накопления энергии. Представьте, что Вселенная — это огромный квантовый банк, где энергия накапливается и приумножается. Чем больше мы вкладываем позитивных вибраций, таких как любовь, доброта или благодарность, тем больше этот банк возвращает нам в виде гармонии и счастья. Если мы, наоборот, посылаем страх, злость или сомнение, это то, что начнет проявляться в нашей жизни. Так работает квантовый закон накопления энергии. Желайте пространству именно то, что хотите получить. Сила в наших руках, точнее это в наших мыслях и намерениях. Если мы боимся, там к нам придет страх. Если злимся, получим больше поводов для гнева. Если любим, любовь вернется к нам многократно. Мы создаем свою реальность, поэтому выбирайте, что хотите видеть в своем мире. Следующий закон для обсуждения — закон равновесия. Принцип равновесия говорит как вверху, так и внизу. Все в этом мире следуют единому образцу, от самых маленьких атомов до огромных галактик. Это напоминает нам, что в мире нет случайностей. Каждая деталь, каждая частица связана с чем-то большим. Теперь представьте, что Вселенная — это гигантская паутина энергии, где каждая ваша мысль и каждое ваше действие вызывает вибрацию, откликающуюся во всех уголках бытия. По законам квантовой физики частицы могут быть связаны даже находясь на огромных расстояниях друг от друга. Это явление называется квантовой запутанностью. Так и в жизни наше внутреннее состояние влияет на внешний мир и наоборот. Если вы стремитесь к гармонии внутри себя, Вселенная начинает соответствовать этой гармонии снаружи. Вселенная всегда стремится к балансу, но ключ к этому балансу в ваших руках. Каждый раз, когда вы меняете свою энергию, вы меняете и свою реальность. Помните, что даже самые малые ваши мысли могут изменить траекторию целых галактик вашей жизни. Дальше у нас идет на очереди закон дуальности. Все в жизни существует в дуальности: свет и тьма, радость и печаль, успех и поражение. Принцип дуальности говорит нам, что противоположности не просто существуют, но и взаимодействуют, создавая танец жизни, в котором каждая эмоция, каждое событие обретает смысл через свою противоположность. Подобно квантовым частицам, которые могут быть одновременно в двух состояниях, наша жизнь балансирует между контрастами. Противоположности — это две стороны одной медали. Этот закон предлагает нам не избегать крайностей, а понять, что они лишь разные грани одного целого. Осознав эту дуальность, мы начинаем видеть, что в любой сложной ситуации есть скрытая возможность, а в каждой победе урок для роста. Но вот где начинается настоящее волшебство? На уровне души, там, где все противоположности исчезают, на уровне чистого сознания нет «я» и «ты». Так что если жизнь кажется парадоксальной, это потому, что так и должно быть. Это приглашение познать обе стороны и найти свое место в танце полярностей, где противоположности не разделяют нас, а объединяют в духовной гармонии и единстве. Дальше поговорим о законе ритма и движения. Все в мире движется, это ритм Вселенной. Как маятник, качающийся туда и обратно, жизнь пульсирует в бесконечном танце. Смена дня и ночи, приливы и отливы, вдохи и выдохи.
все следует своему ритму, своему движению. Принцип ритма напоминает нам, в природе нет случайностей, только гармоничные колебания, которые формируют нашу реальность. Но что, если бы мы могли осознать, что весь этот ритм – лишь иллюзия времени, как в квантовой теории, где частица может быть одновременно и здесь, и там, так и наше сознание способно перемещаться во времени. Мы можем мысленно погружаться в прошлое или мечтать о будущем, но ключ к настоящему пониманию лежит в этом моменте, здесь и сейчас. Когда мы живем в моменте, мы создаем паузу в бесконечном ритме, как будто Вселенная задерживает дыхание, чтобы мы могли насладиться этим мигом. И в этой паузе мы находим гармонию, понимаем, что мы часть единого целого. И на завершение поговорим о законе гармонии и любви. Все в мире стремится к гармонии. Принцип гармонии и любви говорит о том, что в каждой частице Вселенной скрыты мужское и женское начало, как инь и ян. Эти противоположности не просто сосуществуют, они танцуют в единстве, создавая баланс и полноту. Мужская и женская энергия присутствуют в каждом аспекте нашего существования, от отношений до внутренних переживаний. Этот принцип напоминает нам, что гармония достигается не через борьбу, а через интеграцию и принятие обеих сторон. Ваша внутренняя гармония создается, когда вы объединяете эти силы в себе. Гармония и любовь – это танец противоположностей, который создает симфонию в нашей жизни. Итак, если вы внимательно и осознанно изучите каждый из этих законов и начнете применять их в своей жизни, результаты не заставят себя ждать. Эти принципы, подобно квантовым законам, пронизывают все, что нас окружает, направляя нас к гармонии и осознанности. Внедряйте их в свой повседневный опыт, и вы увидите, как меняется ваша реальность, как расширяются горизонты и появляются новые возможности. Пусть эти законы станут вашими проводниками в создании жизни, о которой вы мечтаете. Не забудьте подписаться на наш канал и оставаться с нами в этом удивительном путешествии в мире самопознания. Также делитесь в комментариях о своем опыте и результатах применения этих законов. Мира и добра!